Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Ирина. Добро пожаловать к следующему выпуску подкастов Russian in Context. Спасибо, что вы сегодня слушаете нас, изучаете русский язык с нами. А сейчас я продолжу разговор на нашу тему «Меняется ли наша личность, когда говоришь на разных языках?». Совсем недавно, возвращаясь с родины, в последний день перед вылетом в Германию, я остановилась на ночлег у подруги, которую не видела почти 18 лет. Остановиться на ночлег означает переночевать, остаться на ночь. Мы учились вместе 2 года в лингвистическом университете. Она на факультете английского и французского, а я на факультете немецкого и английского языков. При нашей встрече она много рассказывала о своей жизни, рассказывала о том, как жила все это время, что успела сделать за эти долгие годы и как попала в Грецию, учила греческий язык и жила в одном греческом женском монастыре. Монастырь означает аббатство, другими словами, церковно-хозяйственная организация. Только одна монахиня, то есть женщина, живущая в монастыре, говорила чуть-чуть на английском. А моей подруге так хотелось проникнуть, попасть в мысли и дух этих людей, что она начала изучать греческий язык. Дух — это душа, характер человека. Для того, чтобы усовершенствовать язык, она переводила тексты с греческого на русский и даже начала думать на нем. Есть одно выражение: «Новый язык, новый мир». И вспоминая слова своей подруги, что, овладев греческим языком, или другими словами, изучив его, структура других иностранных языков стала более понятной для нее, и ее мир еще больше изменился. Так и есть. Язык открывает нам иной, а именно другой мир. Меняет наше мировоззрение, наше отношение к другим культурам и наполняет нас новыми понятиями, которых нет в родном языке. Невозможно полностью понять другой народ и его менталитет, не владея его языком. Русский писатель Антон Павлович Чехов говорил: «Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек». Эту фразу приписывают императору Карлу V, который произнес ее немного иначе. «Человек столько раз человек, сколько языков он знает». Немецкий поэт Гёте также охотно пользовался этой фразой. С новым языком мы становимся другим человеком. Наше сознание расширяется, и рядом с нашим старым миром появляется место для нового мира, который делает нас богаче. А какую же еще пользу приносит нам двуязычие или многоязычие? Кроме того, что мы понимаем своего собеседника, его обычаи, традиции и культуру, существует еще множество плюсов. Например, это тренирует внимание. Мы можем сконцентрироваться сразу на нескольких вещах. Тренируется память, и при изучении нового языка быстрее запоминаются новые слова. Развивается креативное мышление, стираются границы в общении, так как человек более открыт к иноязычным культурам. Иногда влиянию поддается даже характер человека. А как повышаются шансы получить образование в другой стране? Или же найти хорошо оплачиваемую работу?
И когда уходит тревога в путешествиях, когда вы без страха и стыда можете столько узнать, увидеть и понять, а когда можно читать книги, стихи и слушать музыку в оригинале, приблизившись к духу народа, разве это не прекрасно? Хочу вернуться к характеру человека. Перед тем, как приехать в Германию, я была очень скромной, простой и молчаливой девушкой. Быстро краснела, а иногда меня бросало в жар. Другими словами, мне было жарко, когда мне приходилось говорить в присутствии большого количества людей. Когда я приехала учиться в Германию и занялась интенсивным изучением немецкого языка, а после учебы стала его преподавать, то я, должна признаться, стала другим человеком. Через немецкий язык я научилась лучше говорить на родном языке, ведь мой мир начал наполняться новыми структурами, понятиями, другими словами, мыслями и культурными особенностями, которых нет в моем родном языке. Мое сознание расширилось, и я стала более открытой и уверенной в себе. А как меняются наши роли, когда мы говорим на иностранных языках? Вы это чувствовали на себе? Вам это знакомо? Когда я нахожусь дома на родине, попадая в зону комфорта, я становлюсь прежней Ириной, той Ириной, какой я была раньше, которая впитала русский язык и менталитет с молоком матери. Когда я разговариваю на белорусском со своими друзьями-художниками, я переношусь в совсем другой период своей жизни, когда еще училась живописи. В этом случае язык как машина времени, которая переносит нас в другое время и состояние. Когда я возвращаюсь в Германию, где прожила половину своей жизни, я живу по другим законам и не забываю о постоянной вежливости и пунктуальности. Когда я приезжаю в свою любимую Италию и начинаю общаться на итальянском языке, то становлюсь более темпераментной и живой. А когда начала изучать японский, то скромность начала брать верх надо мной. Иными словами, начала побеждать меня. Но несмотря на все эти роли, несмотря на то, что ты столько раз и человек, сколько языков ты знаешь, как было сказано выше, ты многосторонняя личность, или другими словами, универсальная личность с расширенным горизонтом. Горизонтом, у которого нет границ. Учите русский язык, учите языки, расширяйте горизонт ваших знаний, вашего мировоззрения и вашего отношения к другим культурам. Вот и подошли мы к концу нашего выпуска. Не забывайте, что транскрипцию и викторину с вопросами к тексту вы найдете на нашей странице Russian in Context. А если вам понравился наш подкаст, оставьте свои отзывы на нашей странице, на Фейсбуке, на Ютьюбе или на Spotify. Это также поможет другим слушателям быстрее найти нас и учить русский язык с нами. Напомним наш девиз. Русский – что, где, когда. Что? Учи русский язык с темами и подкастами, какими хочешь и что хочешь. Где? Учи русский дома, в машине, занимаясь спортом или на прогулке, а именно где хочешь. Когда? Учи русский утром, днем, вечером, в любое для тебя время, а именно когда хочешь.
С вами была Ирина. Спасибо за то, что вы сегодня были с нами. И до скорой встречи!